Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня мы будем шить купальники для кукол. Ткань для них выбирайте глянцевую и эластичную. Это может быть материал для самих купальников или леггинсов. В большинстве случаев это ткань с большим содержанием полиэстера. В этом видео я покажу несколько способов создания купальника. Первый и самый простой способ – это просто отрезать полоску, подходящую по объему груди вашей кукле, и сшить ее в кольцо. Сделать его интереснее можно при помощи тонкой полоски той же ткани или шнурка. Так как подобные ткани очень эластичны, лиф свободно одевается через ноги. Завязывая его на разных уровнях, также легко придать немного разнообразия. Ну а самый простой способ делать низ купальника – это вырезать одну целую часть по шаблону и сшить ее по бокам. Так как подобные ткани обычно не осыпаются, края можно и не обрабатывать. Но аккуратнее будет смотреться, если их подшить с тонким загибом. Если вам сложно подшивать такие тонкие припуски, просто подрежьте обычные 5-мм после обработки. В этом случае я не советую подклеивать припуски сплошняком, чтобы не нарушать эластичность ткани. Если подгибы нужно зафиксировать, можно поставить маленькие точки на расстоянии. А также делайте неплотные стежки средней длины, чтобы после растягивания ткань свободно возвращалась обратно. Подшиваем так все края по периметру. А затем сшиваем боковины. Разнообразить эту простую схему можно при помощи проволоки. Я возьму бижутерный пин, но можно использовать даже обычную скрепку. Обогнув проволоку об какую-нибудь подходящую ручку, и обрезав лишнее, можно сделать декоративное кольцо. Пришиваем кольца по бокам трусиков. Края полоски лифа для удобства присбориваем. А затем вшиваем такое же кольцо. Можно сделать диаметр и побольше. Также можно дополнить лиф тонкой полоской на шею.
Более сложные фасоны купальников вы можете придумать и сами. Для этого отлично подойдет вот этот способ создания выкроек. Например, можно получить вот такую нестандартную форму. Все края этих деталей я тоже подошью. Для удобства дальнейшего сшивания на каждом конце можно оставить ниточки. В центральную часть, помимо самодельного кольца, можно вшить, например, вот такие украшения для ногтей. Их существует огромное множество. Несмотря на свою толщину, они довольно прочные. Сверху и на спинке можно пришить застежки. Их также можно сделать самостоятельно. Закручиваем сначала один край, а затем, обрезав, закручиваем другой. Обе петельки делаем в одной плоскости. А для крючка делаем вторую петельку перпендикулярно первой и не закрываем ее. Пришиваем застежки на края лямок. Для кукол с более пышными формами можно сделать бикини. Для верха выкраиваем два одинаковых треугольника произвольного размера, а для низа слегка расширенный шаблон. Подшиваем боковую сторону чашечек и оставляем на вершине хвостики для завязок. Также поступаем и со вторым краем. Оставленные нити складываем по две и скручиваем в противоположные стороны, постепенно сводя пальцы к центру. Получается плотный жгут. Такие же жгуты делаем на других концах лифа и по бокам трусиков. Точно таким же образом, комбинируя эти этапы, можно придумать и другие интересные формы слитных купальников. В качестве застежки можно взять и липучку. А используя различные элементы декора, например, мелкие цепочки, можно поиграть с формой и растяжкой. Или сшить воедино две части раздельного купальника.
А если не хотите делать боковые швы на трусиках, можно заменить их на задний и нижний. И вот такие купальники у меня получились. Творите и не бойтесь экспериментировать. А свои работы по моим мастер-классам выкладывайте в Instagram с хэштегом HyoDollCraft. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. А если вы хотите, чтобы видео выходили чаще, рассмотрите возможность поддержать меня на Patreon. Бесконечного вам вдохновения и до новых встреч!